Бывают пловы, которые начинают готовить не с вытапливания курдюка. Бывают пловы, которые начинаются с воды, с очень хорошей воды Тассай. Вода Тассай родом как раз из тех мест, откуда и я. Течет с горных вершин Тянь-Шаня, обладает удивительно мягким вкусом и очень хороша для приготовления плова. Могу с уверенностью сказать, вода Тассай просто лучший выбор для приготовления хорошего хорезмского плова. Бывают пловы, где необходимо, чтобы вода как можно скорее закипела. И чтобы кипела она как следует, бурно. Надо подбросить и щепки, и крупные поленья. Бывают пловы, для которых морковку режут не кубиком, не брусочком, не соломкой, а вот такой стружкой. И режут ее вот так, на весу. Если способ нарезки моркови на весу вам неудобен, ничего страшного. Поставьте морковку на торец и начинайте нарезать точно так же. Только как дойдете до сердечника, поворачивайте, потому что сердечник от морковки в хороший хорезмский плов не кладут. Кладут только самую сладкую морковь. Ну, я знаю, что есть знатоки, которые мне начнут рассказывать про желтую морковь. Я-то не в Узбекистане родился, желтую морковь не видел никогда. Но тем людям, которые с закрытыми глазами смогут определить на вкус, желтая ли это морковка или красная, я завидую. Я, например, отличить на вкус их не могу. Поэтому, когда у меня есть желтая, использую желтую. Когда нет желтой, использую только красную. И ничего страшного. Пловы получаются просто отменно. Бывают пловы, в которых не идут никакие специи. Ничего, кроме соли. И пока вода еще не закипела, необходимо посолить рис. Здесь 2 килограмма риса, и я беру 2 неполные горсти соли. Необходимо посолить рис для того, чтобы его замочить. Вода сейчас как раз правильной температуры, градусов 70. Риса 2 килограмма, воды уйдет литра 3, и в конце концов температура замачивания риса будет 60 градусов. Ну и пусть чуть-чуть остывает, там, не знаю, минут еще 10-15, до тех пор, пока не закипит, как следует не закипит вода. Но прежде чем опускать рис в воду, его необходимо как следует промыть. Мало ли что попало в рис при обмолоте, при хранении. Бывают пловы, мясо для которых полагается заранее засолить. Но для любого плова передняя часть барашка, вот лопатка, грудинка, близко к шейке, подходит идеально. Но посолить следует еще и воду, в которой будет вариться рис. Да, бывают пловы, в которых рис варится раньше, чем в казан попадет мясо. Разумеется, после краткого отваривания рис полагается откинуть и сделать так, чтобы с него стекла вся вода. Возьмите тазик, возьмите марлю, либо бязь, либо любую другую чистую материю, положите ее на тазик, тазик перевернули, и теперь уголки необходимо связать вместе. Вот и все, сюда будем выкладывать отваренный рис. Он будет стоять, вода с него будет стекать, и рис должен немного просохнуть. Закладываем рис непременно в бурно кипящую воду. Воды должно быть в 5 раз больше по весу, чем количество риса. Варить следует ровно 4 минуты. Таймер 4 минуты. 4 минуты – это время условное. Лучше попробовать. Рис должен быть приготовлен на 60-70%. Угу. Еще чуть-чуть. Еще полминутки. Однако следует учитывать, что рис, пока он еще будет лежать во влажном состоянии вот здесь на этой сетке,
будет продолжать готовить сам себя. Температура есть, влажность есть, рис продолжает готовиться. Вот когда рис просохнет, тогда он перестает готовиться. Без воды рис можно нагревать хоть до 200 градусов. Он останется тем же, что и был. Ну вот и все. В казане риса, можно сказать, не осталось. Рис на просушку, на свежий воздух. А воду из казана необходимо слить. Это было 2 килограмма риса в сухом виде. Я взял 600 миллилитров хорошего растительного масла. Наливаем в казан и необходимо дать ему как следует нагреться. Аккуратно, очень аккуратно опускаем мясо в казан. Мясо необходимо обжарить до румяной корочки, но иметь в виду, что впоследствии ему придется еще тушиться вместе с водой. Значит, надо жарить при очень высокой температуре, чтобы оно зарумянилось, но еще не приготовилось внутри. Нет ничего хуже, чем переготовленное мясо внутри плова. Признаться честно, в Хорезме я не бывал. И не знаю, почему они готовят плов исключительно на растительном масле и куда они тогда курдюк девают. Но приготовление плова я изучал по различным достаточно авторитетным источникам. И могу сказать вам, что плов в Хорезме готовят по очень уж разным рецептам. Дома это одни рецепты, в чайхане на свадьбе это другие рецепты. Мы сегодня готовим с вами нечто среднее. То, что по вкусу будет очень хорошо, это раз. Ну и то, что все равно будет по-хорезмски. Главное отличие хорезмского плова от любого другого, как я уже сказал, полное отсутствие специй. Выделение вкуса самих продуктов, например, мяса, моркови, лука и, конечно же, хорошего масла. Масло у нас сейчас ароматизируется за счет того, что в нем обжаривается мясо. Мясо на косточках, грудинка, голяшки. Это все очень ароматные части мяса. Поэтому масло получится очень вкусным. Но это очень удивительно для меня. Для хорезмского плова лук не жарится. Лук вместе с морковью, нарезанной стружкой, тушится. Это вперед забегаем. Сейчас вы увидите все. Мясо обжаривалось 5 или 6 минут, и вот оно приняло ровно тот цвет и ту консистенцию, которую я знаю, что потом в готовом плове просто заиграет. И я снова беру бутылочку воды Тасай, на этот раз мне хватит 1 литра, для того, чтобы в казане началось не обжаривание, а именно тушение мяса. Соли здесь достаточно, специй не надо, потому что мясо у нас и без того очень вкусное. Ну вот если только уложить как можно плотнее мясо, и пусть постоит минут 25-30. Барашек молодой, переготавливать не надо. И вот теперь будет то, что не бывает ни в каких других узбекских пловах. Может быть, только в хорезмском. Мы вынимаем мясо из казана. Если мясо поготовить таким методом еще полчаса либо час, получится хорошая тушенка. Но это не наша задача. Мясо должно оставаться мясом. Часть жира и бульона тоже снимем с казана и отложим на потом. В оставшийся жир и бульон закладываем часть моркови и весь лук. Давайте перемешаем, чтобы каждому ломтику морковки досталось окунуться в масло. Для того, чтобы морковка могла передать запах масла. И теперь снова возвращаем мясо в казан. Понимаете, да? Мясо будет готовиться на подушке из моркови и лука. Одна из самых дорогих для меня книг является книга
Плов. Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3-ю получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. А теперь мясо укрываем следующим слоем. Слоем моркови и изюма. Напоминаю, что мясо у нас было изрядно соленым. Мы его посолили прямо как следует. Рис тоже соленый. А вот морковь и изюм солить не надо. И вот на это прекрасное основание, на это ложе следует уложить рис. Ох! За то время, что отваренный и непромасленный рис лежал вот здесь, на сетке, подсыхал, он слежался. И в нем образовались комки. И это прекрасный момент для того, чтобы разбить эти комки и распушить рис, чтобы он лежал свободно, чтобы пар проходил сквозь этот рис. Откуда там возьмется пар? Воды ведь там на дне совсем немного. Но морковь, да лук, да мясо, все эти продукты будут выделять сок, и от этого сока будет подниматься пар. Но это еще не все. Рис необходимо теперь не просто разровнять, а сделать в нем углубление, докопаться до самого слоя морковки. Рис не трамбуйте, но постарайтесь выровнять его слой. Теперь снова нам понадобится жир. Жир да бульон, который мы сняли с масла. Бульон постараемся не зачерпывать. А вот масло уже отстоялось, и оно ровно на поверхности ковшика. Я беру удобный половничек, зачерпываю только масло, и этим маслом, которое напитано ароматом жареного мяса, поливаем рис.
Здесь осталось еще немного бульона, вот такого, видите, смешанного с жиром. Его заливаем именно в получившуюся воронку. Бульон не должен соприкасаться с рисом. С рисом соприкасается только масло. От масла рис становится рассыпчатым. От масла рис становится ароматным. И именно в результате приготовления риса с маслом плов становится пловом. Потому что, вообще-то говоря, плов – это рис, приготовленный в два этапа. На первом этапе он варится вместе с водой, и на втором этапе он запаривается вместе с маслом. Неважно, какие в этом блюде остальные ингредиенты. Мясо, курица, морковь, не знаю, зелень, что угодно. Если рис приготовлен в два этапа, которые я только что вам указал, то это плов. Но погодите. Самое интересное начинается сейчас. Угадайте, зачем мне нужны вот эти две китайские палочки? Нет, я вовсе не собираюсь дирижировать оркестром. Мне эти палочки нужны для того, чтобы еще раз подровнять слой риса и уложить их поверх риса вот так, крест-накрест. Теперь, вот здесь у меня есть замечательная крышка для казана. Но я поступаю так, как делают в Хорезме. Я беру кусок салфетки, накрываю ею слой риса. Беру еще одну, потому что эта салфетка не покрыла рис полностью. Ничего страшного. У меня есть другая, тоже очень чистая. И теперь всю вот эту замечательную конструкцию закрываю легким тазиком. Даже если бы у меня был казан в 1,5 или 2 раза шире, ничего страшного. Закрыт центр, и рис запарится. А запариваться он будет минимум час. Если бы у меня был большой казан, ну не знаю, литров на 50, на 60, и я бы готовил, к примеру, из 10 килограммов риса, то оставил бы его на 2 часа. И рис не переварится, не испортится. Подождем и посмотрим, что будет дальше. Знаете, прошло уже даже больше часа. Практически 1,5 часа простоял плов под вот этой конструкцией. Ого! Ого! Жарко, горячо. Даже вода конденсировалась в этом тазике. Ничего страшного, убираем салфетки. Знаете, а пахнет вкусно. Пахнет прямо очень-очень вкусно. Ну и посмотрите, каким получился рис. Видите, да? Воздушный, очень рассыпчатый. Но бывают в Узбекистане пловы, которые полагается подавать не на керамических, не на металлических блюдах, а вот на таких деревянных лягянах. По-другому их еще называют бадия. Итак, сначала слой риса. Часть риса я хочу отложить на потом. Потому что плова-то мы приготовили очень много. Столько за один раз не съедим. Добраться до мяса и отложить его в сторонку. Вы же помните, что мясо мы готовили очень крупными кусками. Такими крупными кусками на блюде подавать не стоит. Мясо полагается нарезать и украсить им готовое блюдо. Полюбуйтесь, какое роскошное мясо у нас получилось. Ну а теперь все перемешать и вместе с морковкой, вместе с изюмом, вместе с луком украсить рис. Подача этого плова чем-то напоминает самаркандский, либо ташкентский плов. А можно сказать иначе, что самаркандский и ташкентский плов напоминают хорезмский. Полюбуйтесь, не красота, а? Не красота? Сейчас будет красота. Сейчас мы добавим мясо, и вот тогда наступит настоящая подлинная красота. Какое мясо! Подойдите поближе, посмотрите, какое мясо! Знаете, а ведь недаром, уже столько лет хорезмийцы очень вежливо, очень тактично спрашивают у меня, стали как я, ну когда же вы приготовите наш сюзма плов, сюзма ош? Вот, мои дорогие братья и сестры, вот, добрались мои руки до вашего плова, и мне кажется, что этот плов
станет частым гостем на моем столе. Я буду готовить такой плов еще для моих самых дорогих гостей, потому что мне очень нравится его внешний вид, мне очень нравится его запах, и осталось только попробовать. Ну как плов получился? Ош, болдем и ёхмы. Вот это каждый раз очень такой неудобный момент. Я сейчас попробую то, что я сам приготовил. И как мне быть? Мне хвалить самого себя? Нет. Я буду хвалить народ, проживающий в древнем Хорезме. Народ, который создал этот великолепный рецепт. Поэтому пожелайте мне сейчас приятного аппетита. Пожалуйста. Пробую. А? Невероятно. Но это на самом деле очень вкусно. Этот плов впитал в себя все лучшее, что создало человечество. Здесь есть что-то и от азербайджанского плова, и от иранского плова, и от потрясающих моих родных узбекских пловов. Одним словом, дорогие мои друзья, приятного вам аппетита!